Что важное хочет сказать вам загаданный человек, мужчина или женщина. И мы посмотрим ситуацию вашу, мысли, чувства, намерения, возможные действия и что решил ваш партнер, мужчина или женщина. Расклад будет на 3 варианта. Сегодня мы работать будем с вами на оракулах. Это будет оракул Чиро Марчетти, первый расклад, оракул Кипер, Таро Ленорман Марчетти и цыганское Таро, цыганский оракул. Уверен, что вы выбрали свой вариант, и вы можете выбрать пару вариантов или погадать на все 3 варианта и прослушать расклад как ченнелинг. Тайм-коды вы найдете в описании. У меня к вам просьба подписаться на канал. При подписке нажать на колокольчик и после просмотра нажать лайк, дизлайк и написать комментарий. Итак, поехали. Первый расклад. Мысли, чувства, действия или намерения, возможные действия, что решил, да. Давайте посмотрим. Первая ситуация, она касается кого или чего, да. Первая ситуация в ваших отношениях касается тех клиентов или зрителей вас, у кого на ситуацию влияет семья, например, родственники, ну или ситуация такая семейная, ну, например, вы замужем, женаты, ну вообще в семье, да, и, возможно, мама, папа влияют на ваши отношения, дети, ну, в общем, может быть, там мама, бабушка, тетя и так далее, брат, сестра, сват, кум, зять, сноха и, ну, и так далее. Кто может влиять вообще. То есть ваши родственники влияют. Давайте посмотрим, какое влияние они на вашу ситуацию вообще оказывают. И вообще какая-то ситуация в вашей семье. Ну и смотрите, у вас идет от родственников, ваши отношения, идет поток информации постоянно. То есть они как минимум оказывают коммуникативное влияние на ваши отношения и обмениваются информацией. Здесь могут быть сплетни, здесь могут быть какие-то тайны, переговоры за вашей спиной. Здесь также может ваша жена или ваш муж общаться с этими родственниками и получать какую-то информацию конфликтного или неконфликтного содержания. Давайте посмотрим, все-таки такая информация, она помогает вам или не очень, да? Вредит. Смотрите, информация идет от женщины. Это может быть там мама, это может быть сестра. Вот. Но тем не менее, в ваших отношениях задействована еще одна привилегированная особа, скорее всего молодая. Тут может быть, в принципе, информация о треугольнике, где, если вы подозреваете своего мужа, например, в неверности, ну, тут не сколько неверность, но тут есть как минимум с кем-то ваш партнер общается, да, какая-то женщина есть. Ну, и она может относиться и к семье, это может быть и сестра, и тетя, и так далее. В принципе, я не скажу, что сильно плохое это влияние, да, по этой комбинации, но я бы сказал, что какая-то важная информация, привилегированная, важная для вас информация, она находится у родственников, и от нее зависит ваши отношения. Давайте посмотрим, что думает о вас загаданный человек. Ну, смотрите, вы ему дороги, он думает, что вы наивны, как дитя, но также вы ему дороги, и отпускать он вас пока что не собирается. То есть здесь терять как минимум он вас не хочет, он думает, что он нашел то, что искал, и пока что терять вас или разрывать с вами отношения он не думает, да, то есть как бы вот так, да, то есть хочет держать вас поближе к себе. Что чувствует? Какие чувства? И вот в чувствах ему чего-то не хватает. То есть давайте посмотрим, а чего ему не хватает в ваших отношениях, вот именно в эмоциональном плане, в чувственном, да. Но смотрите, вы бедны, здесь богатство аспект, да, вы бедны, и вы ему чего-то не додаете. Реально вы экономите к нему свои чувства, да, то есть он недополучает чувства, да, то есть
Он сам такая персона, где он любит брать больше, нежели давать, как ни дивно здесь. Поэтому он обделен богатством чувств. Да? То есть ему этого мало, того, что вы ему даете. Во всяком случае, он претендует на гораздо большее. Понимаете? А чего он хочет именно, да? Вот чего большего он хочет, отсюда же вопрос. А вот здесь тяжелая работа, да? То есть он хотел бы, чтобы вы поработали над своими чувствами, да, вот более проявляли, возможно, больше какой-то эмоциональной открытости, и больше стремились или вкладываться в эти отношения. То есть он не чувствует от вас отдачи. Но реально это тяжелый труд, да, поэтому и здесь богатство, да, то есть здесь богатый мужчина, да, партнер, а то здесь бедная женщина. Поэтому вы вот, особенно если женщина, смотрите, вот вы бедная женщина, да, вот вы не додаете, как ни дивно. Вы можете написать в комментариях, додаете или нет. Давайте посмотрим его намерение вашего партнера. Смотрите, он будет спекулировать своим состоянием и будет выпрашивать у вас вот это внимание. Он будет вас затягивать в эти отношения, и чем больше вы будете втянуты в эту работу, да, тем больше и выгоднее будет ему. Также он будет спекулировать здоровьем родителей и кого-то из родственников, ну, которые, возможно, болеют или, ну, например, страдают, да, то есть он будет говорить, а вот мне надо там деньги маме, папе, то есть он будет вкладывать, как бы спекулировать вниманием родственников, родителей, особенно родителей, да. Ну и притягивать, если родители здесь ни при чем, но здесь просто родственное влияние на вас, оно априори заложено в раскладе, поэтому мы об этом будем упоминать, да. Либо будет делать вид, что он беспомощный, да, и его намерения такие, они пассивные. То есть вот пусть она проявляет инициативу, пусть она вкладывается, пусть она поработает, да, вот пусть поработает, я уже поработал. Да. Что он решил все-таки, да? Ну, смотрите, он будет выжидать. Во-первых, он волнуется в этом выжидании, да, ему это выжидание, оно тоже не очень подходит. Он волнуется. Но, тем не менее, волнение и ожидание, сомнения, да, то есть он еще не решил ничего. То есть, что он решил? Нифига он не решил. Он решил выжидать. Понимаете? Давайте посмотрим. А если перспектива у этих отношений? Перспектива у этих отношений очень сложная, очень проблематичная. И знаете как? Она тупиковая по этой карте. Что может изменить, повлиять на вашу ситуацию? Только переосознанность вашего партнера или партнерши. То есть мужчина здесь не должен быть болезненный, не должен быть сомнительный, мнительный. Ну, давайте назовем, здесь есть такой ребенок, да, вот это мысли его о вас, да, но это же и его мысли, это его проекции на вас. Поэтому здесь вот инфантильность. То есть мужчина или партнер, вообще партнерша, здесь должны повзрослеть на самом деле. Поэтому здесь все зависит от решимости и зрелости мужчины. Поэтому эти отношения, расклад на отношения, он медленный. Развиваться эти отношения быстро не будут и будут заходить в частые тупики. Причем, чем больше влияния родственников, тем больше проблем. Нужно ли вам оставаться в этих отношениях? Ну, пока что да. То есть здесь не все сюрпризы из отношений вы как бы выбрали, да, и, возможно, ваш тяжелый труд, он будет вознагражден. Поэтому пока что стремиться убежать, ускакать не стоит. В ближайшее время, возможно, вам судьба преподнесет какой-то подарок за ваши страдания, да, в этих отношениях. Поэтому мужчина может даже вам сделать какое-то предложение как подарок. И вот быстро выходить из этих отношений я вам не рекомендую. То есть пока что останьтесь, ну, как минимум до первого подарка и посмотрите, какой это подарок будет. Да, может быть, он вас и устроит, да, и вам подойдет. Ну и если вдруг у вас в этих отношениях возникла пауза, молчание, да, давайте посмотрим, конец это или пауза, да, вот так вот.
можно посмотреть. Нет, здесь продолжение следует, поэтому женщина может еще пока рассчитывать на что-то приятное. Да и мужчина тоже может рассчитывать на как минимум свою собственную трансформацию, ну и трансформацию сознания женщины. Здесь стоит ограничить влияние семьи в этих отношениях. И если кто-то есть умерший, то здесь стоит ограничить влияние умершего человека. Ну, как минимум, возможно, кто-то из партнеров, да, здесь зациклился на умершем, и вывод из депрессии здесь может быть, потому что информация здесь о покойнике, может быть, гроб тут присутствует, да, или о наследстве. Поэтому здесь стоит ограничить негативное влияние покойника и настроиться на позитив. Скорее всего, возможно, этот человек, который зациклился на умершем, он выйдет из этого, а наследство будет все-таки на вашей стороне, и официальная персона станет на вашу сторону. Поэтому отношения эти, скорее всего, имеют тенденцию налаживаться, но не так быстро, как бы вы хотели. Также здесь на статус мужчины в отношениях, если вы как мужчина смотрите и у вас есть треугольник, то ваша молодая любовница может существенно повлиять на ваш статус и вообще на судьбу вашей семьи и на репутацию вашу. Поэтому будьте внимательны. Здесь это как просто месседж, как предупреждение звучит. Вот такой первый расклад. Уверен, что что-то откликнулось. А что откликнулось вам, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мы движемся с вами дальше, друзья. И расклад номер 2. Расклад номер 2. Таро Ленорман, Марчетти. И давайте посмотрим, какая у вас ситуация происходит. Смотрите, что-то должно завершиться, да, то есть что-то подошло к логическому завершению. Как минимум, вам нужно расставить либо все точки над «и» в этих отношениях, либо, как серпом по одному месту, да. То есть должен быть результат. Вы идете на результат, и он уже как бы и близок, возможно. Давайте смотреть, а какой результат у вас в этих отношениях, скорее всего, будет. Здесь отношения должны прийти к разрешению в позитив. Здесь сад выпадает прекрасная 8 пиковая, сад, отношения, счастье. То есть вы на пороге счастья в отношениях. На самом деле ли это так, уточняем просто, да. Да. То есть, смотрите, у вас судьбоносные отношения здесь с этим мужчиной, женщиной, без разницы, да. Поэтому вы уже результат. Вот он рядышком. Давайте посмотрим, что думает о вас загаданный человек. Мужчина, женщина. Смотрите, он думает, что вы надежный человек, надежный партнер, партнерша. Если мужчина смотрит, то женщина вам доверяет здесь. И рассчитывает на то, что вы там все-таки сделаете либо ей предложение, либо будет у вас формат отношений более серьезный, более какой-то такой открытый, более свободный, может быть, да, свободный в плане не то, что вы там свободны друг от друга, да, а более серьезный. Поэтому вам доверяют, как минимум, и вы надежный человек, с которым стоит заикариться. А давайте посмотрим чувства. Что в чувствах? В чувствах не разгадано еще много чего, и тут есть стремление открывать и открывать вас как книгу, читать вас, изучать, познавать, поэтому чувства развиваются, да, то есть у вас хороший расклад получается. Идет расширение, да, такое расширение познания. То есть ваш партнер постоянно узнает что-то новое, он чувствует и в себе, и в вас какие-то новые аспекты, причем все это надежно развивается. Давайте посмотрим, что будет делать загаданный человек, ваш партнер. И здесь смотрите, здесь может быть внезапный какой-то, почему-то валет трифовый, да, это какое-то наказание. Что будет делать? Он будет как минимум обсуждать и может вас наказать за что-то. Давайте посмотрим, за что он может вас наказать. Тут сексуальное наказание, поэтому здесь все хорошо. Он вас будет именно хлыстать, да, хлыстать кнутом и разговаривать с вами по душам. Я не вижу здесь ничего плохого, но он намерен вас именно владеть вами как
партнер, да, то есть завладеть, заполучить вас. То есть здесь вот особенно такой вот, если у вас еще такой конфетно-букетный и до этого еще не дошло, то оно должно дойти, то есть он вас хочет вас наказывать, да, вы поняли в каком аспекте. Ну, пусть наказывает, если вы хотите, чтобы он вас наказал, пишите, пусть наказывает, я согласна или согласен. Ну, здесь больше о мужчине, для женщин, ну, может, у вас односторонние отношения, то пусть наказывает тоже. Что он все-таки решил? Давайте посмотрим, а злится ли он на вас. Вот почему-то у меня здесь Марс, обратите внимание у него, да, есть ли злоба какая-то, есть ли у него на вас обида, осталась ли она, почему-то вот захотелось спросить, злится или нет. Нет, не злится. Он вас простил, но хочет наказать. Ну, возможно, таким образом и произойдет примирение, да, почему бы и нет. А давайте теперь посмотрим, а что он все-таки решил, да. Ну, смотрите, он решил преодолевать пока что препятствия. Он видит пока препятствия, и у вас не так все резво будет пока двигаться, как бы хотелось, да. Но он решил все-таки здесь преодолевать препятствия. Поэтому, учитывая его вот это марсианское настроение, да, в отношении к вам, да, ну, воинственное, я имею в виду, да, наказать вас, почему бы и нет. Он будет преодолевать препятствия, идти вперед, идти в гору. Да. И чем это закончится его? Да? Вот есть такая пословица: умный в гору не пойдет, умный в гору пойдет. А с другой стороны, лучше гор могут быть только горы. Да? Чем закончится преодоление этих препятствий? Ну, здесь как минимум дружба. Это хорошо уже. И это укрепление отношений. Поэтому в любом случае вы останетесь друзьями. Ну а перспектива друзей, давайте посмотрим, куда она развивается. Есть семья. Поэтому у вас пока что любые конфликты и споры, ссоры, да, потому что вот здесь вот, скорее всего, была какая-то ссорка у вас. Поэтому здесь после, если у вас пауза, вдруг конец или пауза, то, скорее всего, это пауза. И после этой паузы вы примиритесь, это дружба, и семья здесь может наладиться или образоваться, если вы смотрите, ну, до брачного, да, в добрачном состоянии. Для тех, кто смотрит, вот верен ли вам партнер, почему-то мне хочется посмотреть. Да, верен. Здесь партнер вам верен, здесь выпадает мужчина. Но кто смотрит, если мужчина на однополые отношения, ну, здесь может быть конкуренция. Хотя женщина, ну, я бы сказал, все равно верен. Верен вам партнер. Вот. Уйти или остаться, для кого актуально, давайте посмотрим. Солнце пока оставаться, это хорошие отношения, теплые, дружеские, поэтому не бросайте этого партнера, эту партнершу, мужчину, женщину, это все хорошо. Да, в отношениях не без проблем, не без ссор, да, не без конфликтов, не без там какого-то наказания друг друга. Но попробуйте договориться и, возможно, обсудить ситуацию конфликтную, потому что тут ссора, здесь дружба, ну, как бы, можно, какой-то конфликт у вас был все-таки. Вот. А поэтому покидать эти отношения не стоит, продолжение будет, и карта совет или напутствие, или послание высших сил, мосты. Значит, смотрите, здесь есть связи с прошлым, поэтому на ваши отношения влияет прошлое, поэтому прислушайтесь к себе, к вашему партнеру. Вот. Но, тем не менее, там, где есть мосты, там и есть возможность продолжать эти отношения, поэтому не жгите мосты. И путь у вас к вашей башне, да, башня она вот здесь, лежит через мосты, поэтому попытайтесь наладить мосты, попытайтесь договориться, шанс есть, поэтому нужно здесь прощать, отпускать и договариваться, признавать вину, если она действительно есть, извиняться, если это действительно так нужно, вот, ну и прощать, отпускать здесь можно, но не жечь мосты пока что, да, то есть налаживание мостов, и тогда что мы получаем? И тогда мы получаем короля червового или дом, а это мир в семье, червовые отношения с червовым королем. Ну и как минимум мужчина здесь может быть не только червовый король, да, и трефовый валет, да, такой жесткий, но и достаточно стабильный, семейный и, ну, такой очаговый мужчина, который может подарить любовь, чувства и позитивные какие-то действия в отношении к женщине.
Ну, такой вот расклад достаточно позитивный, и Марчетти сегодня вам делает тепло и комфортно. Но это не значит, что третий расклад будет тоже позитивный. Мы посмотрим. Тут в каждом раскладе, в каждой колоде есть свои теплые и холодные карты. Цыганский расклад. Давайте посмотрим. Зайдем с ситуации. Посмотрим на ситуацию в ваших отношениях. Хорошенечко перетасуем. А у вас как раз есть возможность подписаться на канал, ставить лайк, дизлайк, написать комментарий и нажать на колокольчик. Итак, ситуация вокруг ребенка. Ну, ребенок здесь решает все. Если ребенок уже есть, он решает все. Если его нет, он тоже решает все в ваших отношениях. Поэтому кто ждет ребенка, у кого есть дети или у кого мужчина или женщина как ребенок, смотрите, это расклад про вас. Далее, что еще влияет? И здесь... Ой, здесь такое что-то очень теплое, какая-то привязанность, то есть один к другому привязаны, как дети, да, sweet heart. Вот, то есть это такие теплые ожидания, теплые настроения, вот какая-то переписка, надежда, такая вот ванильно-иллюзорное состояние. Ну, в принципе, в нем можно пребывать, да, то есть наивность какая-то есть. Ну и надежда еще есть. То есть здесь есть ванильность, конфетно-букетка, есть ожидание, надежда, выжидание такое, да. То есть можно надеяться, что как минимум ваш партнерша повзрослеет. Можно надеяться на то, что будут дети в этих отношениях, почему нет. И вообще можно надеяться, что все будет хорошо. Давайте будем надеяться, да, как бы ни было хорошо или плохо, что все будет хорошо. Да. Далее, что думает о вас загаданный человек? Ну, смотрите, ему с вами весело, но здесь может быть треугольник. Вот здесь вот мужчина или женщина может быть такой немножечко гулящий, немножечко распутный, может быть, как ребенок, да, вот такой, но тем не менее ему с вами весело. То есть у него с вами мозг радуется, он любит хильнути зайвого, да, ну, выпить лишнего, возможно, ну и просто ему с вами весело. То есть его устраивает ваша компания. Но треугольником здесь немножечко попахивает. Как говорится, подбздюкивает, да, чуть-чуть. Но давайте посмотрим, а что он чувствует к вам. Ну вот у него отчаяние какое-то. Давайте посмотрим, есть ли здесь треугольник и почему отчаяние. Да? Вот уточним. Есть ли треугольник? Здесь смерть. Вот, к сожалению, есть. Это рок. Да? Вот какая-то роковая ситуация, или роковой мужчина, или роковая женщина в этих отношениях. Поэтому, к сожалению, здесь вот есть смерть и отчаяние из-за этого. Да? То есть есть рок и отчаяние. Почему отчаялся ваш партнер? Из-за чего у него в чувствах отчаяние? Но где-то он не соответствует какому-то статусу. Здесь есть лорд, и здесь вот есть конкуренция. То есть, либо мужчина, либо женщина в этих отношениях, ну, больше мужчина здесь отчаялся из-за конкуренции. Поэтому мужчина может не выдерживать здесь свой статус. На самом деле, смотрите, возможно, вы такая леди, у вас такие требования, кажут украинскую забаганки, да. Ну, почему-то, из-за чего-то у вас это все есть. И... вот он чувствует, что он не тянет, да. Ну и ребенок здесь, возможно, он не тянет ребенка, не хочет ребенка, да, вот такое вот. То есть здесь вот какая-то незрелость мужчины или незрелость женщины. Да? Больше незрелость мужчины все-таки, потому что мужские карты выпадают. Но тем не менее, смотрите, в вашей ситуации как мужчина, женщина тоже может быть незрелой, и незрелых женщин хватает точно так же, да. Что в действиях, вот намерение его, вашего партнера. Пока что он готов вас обслуживать на том уровне, на котором он есть. Вот здесь есть мезальянс. Именно не в возрасте, хотя и в возрасте он тут тоже может быть, а вот именно в статусах. То есть он пока вот зависит от ситуации, он будет вам угождать, прислуживать, да, вот ваш партнерша и будет вам служить, да, будет верным, стараться быть на том уровне, на котором вот у вас уже сложились обстоятельства, да, в отношениях. А что он решил, ваш партнер? Да, он решил, что он схватил Бога за бороду, поэтому ему эти отношения, вашему партнеру, партнерше, они выгодны. Поэтому он вам и будет прислуживать.
Отчаяние в том, что он, возможно, где-то не... Ну, вот самолюбие вот здесь может страдать. Поэтому где-то, возможно, вы задеваете самолюбие вашего партнера, оно страдает. Почему так происходит? Ну, либо вы там в статусе выше намного, да, либо мните из себя принцессу или принца, да, лорда там, или там герцогиню какую-то, да, понимаете? То есть вот здесь вот именно проблемы в отношениях, они в статусе. Вот понты здесь они решают, да, то есть ваш статус здесь, стремление к статусу, кто-то не дотягивает немножко, да, вот какая проблема, именно недотягивание статуса. Мешает ли здесь третий человек? Да, он тут тоже может быть, но, тем не менее, эти отношения выгодны. И выгодны они, скорее всего, финансово. Конец это или пауза в отношениях для тех, кто мается именно вот в период молчания. Нет, здесь любовь, и я бы сказал, здесь как минимум пауза, это не конец. Стрелы Амура здесь есть, но опять-таки эти стрелы Амура, они многочисленны, обратите внимание, у этого купидончика этих стрел здесь достаточно много. Поэтому присмотритесь. Треугольник здесь, к сожалению, может быть. Не просто так я его набрасываю, потому что рог, Амур, да, то есть вот тут такая может быть ситуация, где мужчина в статусе влюбился в молодую, да, а здесь вот именно молодая. Молодая, причем или как ребенок, или молодая с ребенком. И вот он, и вроде бы так вот, и вот он прямо сошел с ума, хоть стреляйся, да, вот, и не знает, что делать, не знает, кого выбрать, молодую или постарше, да, понимаете. Уйти или остаться в этих отношениях? Здесь вы не можете, здесь вы связаны либо деньгами, наследством или имуществом, не можете. Ну и здесь пока не стоит уходить, потому что как минимум игра стоит свеч. Ну, возможно, вы вцепились в этого богатенького дядю, да, в этого папика, держите его за бороду, у вас уже от него ребенок, а там сейчас делят имущество. Ну, здесь не стоит уходить, подержитесь пока. Можно пошантажировать даже по этой карте. Вполне джекпот может быть на вашей стороне. Но смотрите, здесь есть оружие, а любое оружие, которое висит на стене, очень долго, хоть раз в год достреляет, либо стреляет в конце последнего акта. А будете ли вы счастливы в этих отношениях? Здесь можете быть счастливым. Пока что как минимум рассчитывать либо на счастье в отношениях, либо на джекпот. А здесь он присутствует очень-очень-очень-очень сильно. Поэтому счастье либо в деньгах, либо в отношениях. Поэтому побороться за эти отношения стоит. И замужество здесь вполне возможно. Ну и последнее. Будем ли мы вместе? Здесь война, здесь солдат, поэтому, чтобы быть вместе, вам предстоит серьезную конфронтацию, войну. И эта война, скорее всего, больше в треугольнике, и причем за наследство и за статус. Поэтому, если готовы воевать и воинственно настроены, то все будет хорошо. А совет от карт Таро вам: знайте, что у вас могут быть враги. И эти враги могут быть на высшем уровне. Открытая дверь, колонна, говорит, и вообще вход в казенный дом говорит о том, что у вас могут быть достаточно серьезные статусные враги, поэтому игра стоит свеч. Смотрите, по каким правилам, с кем вы играете и какие у вас ставки. В принципе, здесь есть шансы, что все будет хорошо, но к борьбе вам придется привыкать. Просто карта без ничего, без какого-либо вопроса. Карта говорит о грусти, тоске и скорби, sorrow, да. Поэтому, такая вот просто вот скорбь какая-то. Поэтому просто скорбь. А к чему эта скорбь, вы напишите в комментариях. В любом случае, все, что вы услышали здесь, может быть знаком высших сил и подсказками вам в будущем, на будущее, в ситуации. Мира вам и вашему миру. Берегите себя, любите себя и миры, которые окружают вас. Жмите лайк, подписывайтесь на канал, оставайтесь на связи. Все будет добре. Пока-пока.